Праздники — это, конечно, хорошо, особенно такие, и барышни хорошие приносят. Вот только где же найти постоялый двор, чтобы остановиться честному купцу, когда в столице Светлой Эльфийской империи народ уже несколько дней празднует в ожидании летнего солнцестояния и приуроченной к этому дню свадьбы единственного наследника императора и его красавицы-невесты, приходящейся ему, к тому же, кузиной. Оно, конечно, понятно, событие долгожданное, да и день выбран просто идеальный. Все боги в этот день благословляют брачующихся. Однако ночевать-то на улице как-то не хочется. И тут уж не до поисков. Жаль, конечно, деньги на номер в дорогой столице тратить, но выхода нет. Даже кружку холодного пива за счет заведения выпить предложили в ресторанчике при гостинице, пока номер готовят. Да еще и развлекся бесплатно. Нет, вот странные эти гномы, простых вещей не понимают. Понаехали тут делегациями, а куда и зачем едут, даже и не узнали. Впрочем, а чего им не съездить-то? Повсюду народные гулянья, праздничные фейерверки, восторженные лица, напитки рекой, угощения до отвала, и все за казенный счет. В общем, отдыхай не хочу. А эти, похоже, вообще из-под земли последнюю 1000 лет не вылазили, если не знают, из какого такого Горского княжества матушка нашего принца, тот, который наследник. Мало ли, что оно маленькое и в горах затерянное, тем более знать должны. А потом, маленькое-то оно маленькое, да больно уж с географической стороны положение у него удачное, поскольку другого пути, чтобы перебраться через горы, в природе не существует. Не верят. Надо же, да на карту сперва глянули бы. Хотя, конечно, если так посмотреть, выглядят эти земли призабавно. Светлая и темная империя 8 легли, а посередине пятнышко махонькое. Вот это и есть Горское княжество. Незаметное. А вот поди ж таки! Ведь через древние горы телепортом не переместишься, потому как аномалия природная существует, и никакая магия, ни эльфийская, ни демоническая, не работают. Вот и объяснял все это хозяин гостям заезжим. Сам-то мужик росточку небольшого, а голосина такой у него зычный оказался, что и за соседними столами все слышали. Да, видимо, и историю эту он уже не единожды рассказывал. Больно сладко да понятно у него все выходило. И что только в его рассказе гномов так удивило? Впрочем, судите сами. Простите, а чем вам наш принц не нравится? Умный, воспитанный, об интересах подданных печется, как о своих. Красивый-то в конце концов настоящий эльф, в лучшем смысле этого слова. Происхождение сомнительное. Да что вы, не сомневайтесь, самый ни на что ни на есть чистокровный. Посмотрите, как его дедушка император любит. Или вы в его происхождении сомневаться тоже будете? Рожки? Хвост? Так это их... рудименты. Наоборот ведь хорошо. К предкам ближе. Кровь чище. Магией земли не владеет. Только огнем и тьмой. Ну вы придираетесь.
Император должен служить защитой и опорой для своих подданных. Вот он и старается, учится. В ущерб своим природным пристрастиям, между прочим. И огнем он не дышит. Только так. Иногда глазками что-нибудь зажигает. Ну так не надо злить его. Мясо ест. Так опять же, только из заботы о своих подданных не сумлевайтесь, чтобы нам больше вегетарианской пищи доставалось. Так что хороший у нас принц, настоящий наследник. Не то что его папенька. Тому только бабочек и цветочки подавай. Какой новый экземпляр увидит, не спать, не есть не может, обо всем забывает. Ученый, тьфу на него. Ему, когда невесту-то нашли, он в начале браку, знаете, как сопротивлялся? И ладно бы его не устраивало, что невеста, человечка, некрасивая или еще чего там, так к этому-то он не придирался, да и к чему? Не хуже эльфиек она, даже еще и лучше. Аппетитненькая такая, нет. У него, мол, исследование, труд фундаментальный писать надо. Дело всей его жизни. В веках, дескать, его прославит. Ну скажите, какой прок от исследования о перекрестном опылении цветов голосеменных видов? Ботаник, шоб его. Нет бы подумать о том, что через это людское княжество прямая дорога от демонов к нам проложена. Вот захватили бы они его, и что тогда? А он все твердил, мол, меня эта суета политическая не касается, поскольку настоящий ученый должен быть выше этого. Зато, когда ему о редких видах цветов напомнили, сразу зашевелился. Куда только его нежелание делось. Ух, как рад был. А всего-то требовалось сказать, что на территории Курского княжества эндемики водятся. Тут же собрался и поехал. Еле-еле во дворце у князя удержали, чтобы он с невестой церемонию обручения хотя бы прошел. А потом и поминай, как знали. У него, мол, полевые исследования. Дескать, к свадьбе вернется. Только он умчался гербарий собирать. А тут и демоны своих сватов прислали. Да только вот княжна-то уже обручена. Опоздали. Шо ж теперь им, не с чем домой возвращаться? Ну, посидели они, значится, подумали и за принцем нашим в горы подались. Да не за тем принцем, который нынешний наследник, а за сыном императорским. Ну как, зачем? Чтобы отыскать и заставить его помолвку расторгнуть. Да куда там? Принц за своими голосеменными эндемиками в такую глушь забрался, что впору драконов звать, чтобы найти. В общем, ничего-то у темных и не вышло. Но демоны, они такие упорные, от своего не отступятся. Миром не удалось, войной возьмут. Какой войной, говорите? Не помните? Хотя, ну, конечно, до войны ведь-то, конечно, и не дошло. Ну как же? Демоны тогда еще пару минтеров во главе с самим темным повелителем невесте нашего принца прислали.
Все как полагается. Ультиматум выдвинули, мол, сдавайтесь вместе со своим княжеством и женишка выдайте. Во как! 2 года переговоры вели. Княжна-то даром что молодая, да каким дипломатом оказалась. Себя не жалела, круглые сутки, денно и нощно темному повелителю зубы заговаривала. И в компании, и наедине. И ведь уговорила, они ж потом сами Корскому княжеству сдались. И, как войну проигравшие, в верности поклялись княжне и ее сыну от принца нашего, который в ту пору народился. Что, не верите? Мол, не могут демоны сдаться? Еще как могут! Всей своей темной империей сдались. А кто не хотел, того бывший повелитель, а ныне воспитатель наследника, самолично быстренько убеждал в том, как они неправы. За 2 недели убедил. А наш император-то как был. Он только о рождении внука услышал и на радостях месяц праздновал. Вместе со всем светлым дворцом не просыхали, пока запасы вина не кончились. А потом, ничего, протрезвел и поехал с внуком знакомиться. Признал. Сюда, в столицу перевез вместе с матерью, наставником и охраной из демонов сдавшихся. Ну и что такого, что брачный обряд между нашим принцем и княжной так и не совершили? Обручение-то было? Было. А молодежь, она такая, сами знаете, нетерпеливая. Да и принца от его цветочков бабочек до сих пор никакой силы не оторвать, чтобы обряд честь по чести провести. Император и рад был бы свадьбу справить, да, видать, не судьба. Так что же, ему от внука отказываться из-за того, что его отец ученый, которому тычинки-пестики дороже собственной кровиночки. Вот так и живем с тех пор в мире. Так что не надо на нашего наследника наговаривать. Тем более, что завтра его свадьбу с прекрасной Лучиэль отпразднуем. Между прочим, его двоюродной сестрой по дедушке императору. И вообще хорошо жить будем. Ну, и что тут непонятного?